Всем привет, друзья! С вами канал Power Device, и сейчас я расскажу вам об одном приложении, которое можно установить на все Android смартфоны и которое облегчает управление вашим телефоном. К примеру, смотрите, что оно может. Либо вот таким жестом я включаю режим без звука. Данное приложение у меня установлено уже давно, но активно я им начал пользоваться примерно неделю назад и тестировал его. Как оказалось, оно хорошо работает. Приложение называется MacroDroid, у него очень обширный и гибкий функционал для всех Android смартфонов. В ролике расскажу основные фишки и также поделюсь с вами рабочей про-версией этого приложения. И, конечно, все вот эти жесты, которые я показал, это далеко не все. Здесь таких вариаций очень много, под разные настройки и функции. Давайте быстро расскажу вам все с нуля. У себя на смартфоне я удалю это приложение, чтобы вместе с вами его установить и правильно настроить. Итак, друзья, под этим роликом я оставлю ссылку на данное приложение. Скачать вы его сможете в моем Telegram. Это будет полная про-версия. После того, как вы его скачали, давайте вместе его установим. Установка может занять некоторое время. Также, к слову, отмечу, так как это приложение про-версия, защита смартфона может посчитать его вредоносным. Если так будет, просто нажмите «Игнорировать». Далее заходим в приложение. Первоначальные страницы пролистываем. Разрешаем отправлять уведомления. Вообще, друзья, это приложение одно из лучших в своем роде, и я не преувеличиваю. Сейчас я не буду разжевывать все, что оно может, но оно может очень многое. Вы можете создавать здесь любые команды и ставить их на любые триггеры, привязывать какие-то действия к функциям вашего смартфона. Итак, мы сделаем все в простоте, то, что я показывал вам в начале. Идем вниз, нажимаем макросы, жмем плюсик, вкладка «Триггеры», нажимаем плюс. Здесь нажимаем «Ясно», чтобы данное окно нас не беспокоило. Сейчас мы создаем триггер. Триггеры – это определенные действия на вашем смартфоне, которые приводят к определенным настройкам. На самом деле все просто. Например, нажимаем «Датчики», выбираем «Переворот устройства». Можно выставить определенное действие экраном вверх, экраном вниз. Это то есть экран у вас вверх, когда вы его сделаете вниз, действие выполнится. Либо наоборот, экраном вниз и вверх. То есть, когда у вас смартфон экраном вниз, вы его переворачиваете и действие выполняется. Думаю, здесь все понятно. Я выставляю первое. Окей. Теперь вкладка «Действия», нажимаем плюс. Как вы понимаете, триггер мы уже выставили. Триггером является поворот смартфона вниз. Триггер – это и есть действие. Теперь на это действие нам нужно задать какую-то команду, что будет выполняться в смартфоне при перевороте экрана. Например, вы можете запускать таким образом камеру, запускать какие-то определенные приложения и еще много всего, но я это делаю на громкость. Выставляю без звука. Смартфон попросит вас дать ему разрешение, нажимаем ОК. Обязательно это нужно сделать, чтобы все правильно работало. Изменение системных настроек. Ставим галочку, шагаем назад. Здесь находим наше приложение MacroDroid. Вот оно. Нажимаем на него и ставим галочку. Разрешить. Шагаем назад. Теперь данное действие без проблем будет работать. Я нажимаю «Включить». Окей. Ограничения я никакие не выставляю. Если мы нажмем плюс, то здесь можно выставить какие-то ограничения. Например, зайдем в питание, заряд батареи, выставляем менее чем. Здесь ставим процент, например, 20. Окей. Теперь все эти действия не будут выполняться, если батарея будет разряжена ниже 20%. Думаю, здесь все понятно. Теперь здесь сверху вводим название нашего триггера. Я ввожу без звука. Это нужно только вам, чтобы понять, какой триггер. Нажимаем внизу плюсик. Также здесь стоит обратить внимание на то, что нужно аккуратно включать какие-то ограничения. Я их практически нигде не включаю, иначе наша команда может работать как-то некорректно, если вы неправильно выставите ограничения. Из программы можно выйти. Делаем наше действие. Как можете видеть, режим без звука без проблем включается. На самом деле такие команды очень удобны. Например, перед сном я просто делаю такое действие, и уведомления меня не беспокоят, пока я сам это не отключу.
Также я заметил, что фонарик очень удобно поставить вот на такое стряхивание. И также сейчас покажу, как на Xiaomi я пользуюсь этой функцией, в дополнение к настройкам MIUI. Прежде чем перейдем к этой функции, удержите на приложение, о приложении, контроль активности, нет ограничений. Также в этих настройках спускаемся в самый низ и ставим галочку «Разрешить запрещенные настройки». Это в дальнейшем вам понадобится. Также на всех Android смартфонах зайдите в основные настройки телефона. В поиске напишите «Автозапуск». Здесь найдите MacroDroid и включите на нем галочку. Кстати, друзья, если у вас возникает вопрос по поводу разряда батареи этим приложением, то разряд совсем небольшой. Можете сами это протестировать. При заблокированном экране это приложение деактивируется, а когда смартфон разблокирован, то оно поджирает совсем немного. Вернемся в приложение. Снова нужно зайти в макросы, нажимаем плюсик, добавляем триггер, датчики, встряхнуть устройство, добавляем действие, действие устройства, фонарик, включить, окей. Не забываем писать название. Пробуем, что у нас получилось. Теперь смотрите, как этой функцией фонарика пользуюсь я, именно на своем смартфоне Xiaomi. Я блокирую смартфон, функция деактивируется, как и сама программа. Теперь двойной тап по экрану, экран активируется. Делаю встряхивание, фонарик включается. Разблокирую смартфон и двойным тапом по сканеру отключаю фонарь. Все это удобно тогда, даже когда в темноте у вас одна рука занята, вы просто одной рукой достаете смартфон, встряхиваете его, фонарик активируется, и потом также одной рукой вы его деактивируете. Для этого на Xiaomi нужно зайти в настройки, активные экраны блокировка, включаем двойное касание для активации экрана, шагаем назад, расширенные настройки, функции жестов, дважды коснитесь сканера отпечатков, включаем фонарик. Также отмечу, что если просто включить эту функцию без макродроида, то с экрана блокировки она не будет работать. У вас просто будет разблокироваться ваш смартфон. Поэтому гораздо проще достать свой смартфон из кармана и просто встряхнуть его, чтобы активировать какую-то функцию, например, фонарик. Друзья, в приложении MacroDroid можно создавать множество таких команд, которые привязаны к определенным действиям. К примеру, здесь можно настроить такую интересную функцию, когда вы включаете зарядку в свой смартфон, то автоматически отключается Wi-Fi и включается режим экономии энергии. Так смартфон быстрее зарядится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли дальше разбирать эту программу и создавать, к примеру, вот такие функции. Если будет много желающих, обязательно сделаю вторую часть по этому приложению. Также не забывайте подписаться на мой Telegram, на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие интересные ролики. Я, как всегда, вам желаю только правильных настроек и качественных девайсов. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.